Приветствую уважаемых подписчиков, а также зрителей данного видео. В игре Project Zomboid вышло небольшое обновление 41.55, и первое изменение коснулось анимации перелезания через высокие заборы. Но при этом, если кто помнит, в предыдущих версиях игры только персонаж со вторым уровнем фитнеса мог перелезать через высокие заборы. И это при условии, что у него нет перегруза и запас сил выше, чем истощение. Теперь же даже персонаж с нулевым уровнем фитнеса может перелезть через высокий забор, если его запас выносливости выше, чем истощение. Поэтому пока у вашего персонажа запас сил выше, чем истощение, и даже при нулевом уровне фитнеса, он все еще сможет перелезать через высокие заборы. Ну, а если у вашего персонажа истощение и нулевой уровень фитнеса, то он не сможет перелезть через забор, сколько бы вы попыток ни сделали. Если у вас хотя бы первый уровень фитнеса, то персонаж перелезает с шансом в 50% даже на истощении. Опять же, раньше такое было попросту невозможно. Должен был быть как минимум второй фитнес, при котором сейчас на истощении шанс перелезть будет примерно 66%. На пятом уровне фитнеса даже при истощении персонаж перелезет через забор с шансом в 95%. О чем раньше можно было и не мечтать. Если вам показалось, что игра стала легче, то тут видно, как персонаж падает при попытке пробежать через даже небольшое скопление зомби. Раньше пробежать через такое количество было, в принципе, не особо проблематично. Сейчас же такая попытка может закончиться не просто падением и царапиной, но, как вы понимаете, и смертью персонажа. Полные шлемы, это вот, к примеру, мотоциклетные, теперь падают гораздо реже с персонажа. Как можно заметить, зомби съели штаны и рубашку, но при этом шлем не упал. В пользу полного шлема теперь говорит его защита, и именно шанс его потерять при атаке со стороны зомби. Опять же, полные шлемы уменьшают скорость атаки на 5%, но при этом дают 100% защиту от царапин и укусов. Так как, к примеру, вот в данном случае военный шлем падает, когда зомби нападает на персонажа. Но даже при падении армейского шлема персонаж все равно получает урон. Это же касается и всех остальных предметов, то есть теперь ни очки, ни банданы, ни другие головные уборы не защищают персонажа при падении. Увеличили мощность двигателя для первой передачи. Это дало возможность начать буксировать машины. При этом, если персонаж включает вторую передачу, то для буксировки мощности уже не хватает. Чтобы персонаж не переключался на вторую передачу, можно настроить круиз-контроль на 15 миль в час. Но опять же, буксировать другой автомобиль получится только по асфальтированной дороге на первой передаче. Конечно же, можно буксировать на ручнике с круизом, но это, опять же, требует практики. Это 11:24. Царь ранен, еще трое убиты. Пришлите помощь и дайте команду на отступление. Отступать некуда. Мы эвакуированы. Приказ стоять насмерть.
Как вы, наверное, заметили, звуки дождя могут заглушать другие, более важные звуки, но по заверениям разработчиков в этом патче поправили звуки получения ранений, курения, также добавили звуки, которых раньше не было в игре. Ну и некоторые критически важные звуки стали более громкими, ну вот, к примеру, звук разбитого стекла. Некоторые звуки были подкорректированы под действие, к примеру, удары ногой по лежачему зомби. Но освещать все изменения по звукам я не буду, просто это очень много воды. При перекладывании предметов из одного контейнера в другой персонаж поворачивался в сторону контейнера, в который перекладываются предметы, и при этом менялся инвентарь, то есть выделялся другой контейнер. Теперь такого не происходит, и перекладывать предметы стало проще. В интерфейс навыков добавили вкладки компакт-дисков и видеокассет. Работают эти вкладки по тому же принципу, что и вкладки с журналами и книгами. То есть при просмотре определенной кассеты запись об этой кассете подсвечивается белым, и это значит, что повторный просмотр данной кассеты ничего не даст. Такая же ситуация и с компакт-дисками. Также добавили отдельную вкладку для кассет с домашним видео. Разработчики пишут, что предметы, которые вы положили через контекстное меню Play с Item, не будут исчезать, даже если они находятся в списке предметов, которые исчезают. И по умолчанию до исчезновения предмета должно пройти 24 часа, и расстояние от персонажа до предмета должно быть более 100 клеток. В общем-то, я убрал персонажа из этой комнаты на несколько дней, и по возвращению предметов нет. Но либо вы можете просто положить предмет, он у вас полежит 24 часа, вы выйдете из игры и зайдете обратно. И в таком случае такие предметы тоже уничтожаются. Поэтому, как уже до этого я вам говорил, если вы хотите что-то сохранить, это что-то нужно положить в контейнер, а не на стол и не на пол. К северу от Розвуда еще в прошлом патче добавили в одну из локаций военную амуницию и оружие. Просто я искал не в том месте, но и один из подписчиков подсказал, где надо искать. Так вот, в этом лагере можно найти военные рюкзаки, которые самые вместительные в игре, а также военную форму, которая дает очень хорошую защиту от царапин и укусов. Помимо этого, здесь часто можно найти охотничьи ножи и другое вооружение. В игру было внесено большое количество исправлений, но, как обычно, я озвучиваю только наиболее значимые, а полный список исправлений будет, как всегда, в описании к этому видео. И если упустил что-то важное, то пишите, пожалуйста, об этом в комментарии. Наиболее полезные отмечая символикой канала, чтобы другим зрителям было проще узнать об этом. Надеюсь, вам понравилось, и до новых встреч!